Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить популярный торт «Красный бархат». В его состав будут входить, конечно же, коржи «Красный бархат», но обычно в состав входят очень тяжелые коржи, так как в них много растительного масла. Я выбрала немного другой рецепт. Ну и, конечно же, в составе будет крем-чиз, но его я тоже выбрала немного другой. Мы сделаем крем-чиз с белым шоколадом. Этот торт делается не очень сложно, поэтому он получится у тех, кто просто печет тортики дома для себя. Также у нас будет простой декор, который мы сделаем за 5 минут, но он будет выглядеть очень круто и оригинально. Такой торт можно подарить на 14 февраля в качестве подарка. Он будет выглядеть очень эффектно, также он очень вкусный. Ну что, поехали? Начнем с бисквита. Для бисквита нам понадобится сливочное масло комнатной температуры, мелкий сахар или пудра, мука, сода и соль, йогурт натуральный, растительное масло и какао, также яйцо. Подготовим наши формы. У меня две формы по 14 сантиметров, и я затянула их фольгой. Включаем духовку на 175 градусов и начинаем готовить наш бисквит. Взбиваем сливочное масло с сахаром на высокой скорости миксера. Масса должна увеличиться в объеме. Взбивать будем где-то 5 минут. Добавляем яйцо и продолжаем взбивать на высокой скорости еще примерно минуту. Теперь добавляем смесь растительного масла и какао. Всыпаем половину сухих ингредиентов, перемешиваем. Можно лопаткой, либо на низкой скорости миксера. Перемешиваем, потом добавляем йогурт и оставшуюся часть сухих ингредиентов. Вливаем йогурт. Перемешиваем на низкой скорости миксера. Всыпаем оставшуюся часть сухих ингредиентов. Снова перемешиваем на низкой скорости миксера. Сначала можно помочь сухим ингредиентам немножко вмешаться, чтобы когда мы взбивали, у нас не взлетала мучная смесь. Теперь добавляем красный краситель. Я добавляю краситель Top Color. Сколько его нужно добавить, вы смотрите на глаз. Добавляете, перемешиваете на низкой скорости миксера, добавляете, перемешиваете и смотрите по оттенку. Добавить нужно будет очень много, предупреждаю сразу. Добавили, перемешали. Добавили, перемешали. Ну все, готово. У нас должен получиться насыщенный красный цвет. Можно выливать тесто в форму и выпекать. Выливаем тесто в форму. И отправляем выпекаться на 20-30 минут. Проверяем тесто зубочисткой. Время может меняться в зависимости от вашей духовки и форм. Теперь приготовим крем-чиз. Творожный сыр. Добавляем сливки жирностью 33-35%. И насыпаем сахарную пудру. Но перед тем, как начать перемешивать все ингредиенты для крем-чиза, возьмем белый шоколад и растопим его в микроволновке. Делать мы это будем импульсами, то есть каждые 15-20 секунд мы достаем шоколад, чтобы перемешать. Возвращаемся к нашим ингредиентам для крем-чиза. Не забываем, что сливки и творожный сыр должны быть у нас из холодильника. Перемешиваем на низкой или средней скорости миксера. Когда видим, что почти готов наш крем, добавляем растопленный белый шоколад. Крем-чиз практически готов. Добавляем белый шоколад и взбиваем еще несколько секунд. Не даем шоколаду охладиться, он должен быть у нас немного теплый, но такой же текучий. Крем-чиз готов. Как видите, он у нас не течет и хорошо держит форму. Можем приступить к сборке торта. Перед сборкой торта обязательно протрите подложку водкой или спиртом. Вот так выглядит готовый бисквит.
Бисквиты пролежали у меня ночь в холодильнике в пищевой пленке. Я советую после выпечки дать бисквитам охладиться при комнатной температуре, завернуть их в пищевую пленку и дать постоять хотя бы пару часов. Так они будут гораздо сочнее и вкуснее. Теперь отрезаем шапочки бисквитов и разрезаем их на две части. Смотрите, какой красивый у нас получился бисквит внутри. Он не жирный, упругий. Смажем подложку крем-чизом, чтобы тортик у нас не ездил. И кладем первый бисквит. Крем делим примерно на 3 части, оставляя немного для черновой обмазки. Красный бархат достаточно нежный. Перед тем, как делать финальное покрытие и декор, я советую дать тортику постоять хотя бы пару часов в холодильнике. Для такого декора нам понадобится KitKat и M&M's, желательно без орешков, чтобы он был маленький. KitKat я взяла из холодильника, и я его аккуратненько порежу ножом, чтобы были аккуратные стыки. Сейчас покажу, как мы будем клеить KitKat. Мы берем палочку, ничем ее не смазываем. В качестве клея у нас будет черновое покрытие у тортика. У меня тортик постоял буквально часик, и я начала клеить. И KitKat уже крепко держится. Итак, проделываем с каждой палочкой. Мы плотно прислоняем палочки друг к другу. Клеим их обязательно перпендикулярно, чтобы ничего у нас не покосилось. И после засыпаем M&M's. Также я хочу добавить сюда красную ленту, чтобы тортик был еще эффектнее. Сначала мы делаем узел на торте. Желательно крепко прижать. Отлично. И теперь уже делаем красивый бант. Ну все, тортик готов. Вот такой классный торт мы сегодня с вами приготовили. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. Если вы будете делать торты по моим рецептам, отмечайте меня на фотографиях в Инстаграме. Ссылочка на Инстаграм будет в описании. А я желаю вам успехов в ваших начинаниях. Пока-пока!